Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз. Что ждет до конца года? К чему приготовиться? Ну или быть готовым? Давайте с вами узнаем, с чем это будет связано. Неожиданности и в целом события до конца 2025. Так что будет и неожиданно, и что же там случится? Давайте с вами узнаем. Так, немножко заглянем в будущее. И вначале мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Поворотные какие-то события. Такое вполне вероятно в вашем знаке зодиака ретро, Уран, как и год назад. И поэтому это где-то похоже, может быть, на ситуацию, то, чем вы занимались, или, может быть, даже не конкретное какое-то действие, а то, о чем вы мечтали или планировали делать, а это по какой-то причине не получилось. Ретро-Уран уже теперь близится как бы к окончанию, завершению, последний аккорд в вашем знаке. И пока еще до 4 февраля это движение ретро, это что-то нам хорошо знакомое. А вот уже с 27 апреля точно у вас будет совершенно другая какая-то перезагрузка по части, скорее всего, финансов. Но с 4 февраля до 26 апреля это вы будете уже с большими ориентирами, большим пониманием, четкостью действовать, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Итак, 3 знака судьбы, 3 карты достаем. Или 3 важных каких-то события, ключевых, поворотных момента, может быть и так. С чем это связано? Что идет на ваш порог буквально? И дополним второй колодой. Первая карта. Что или кто, мои дорогие тельцы, вас удивит? По сути, это где-то может быть неожиданно, потому что удивление мы предполагали одно, а вот вышло как-то иначе. Так вот, что будет само по себе неожиданно и с кем это будет связано или с чем? Попробуем неожиданности рассмотреть вот в 2 форматах. И к чему это все идет? То есть, если даже нам приходится что-то переделывать, перестраивать, то тогда это для чего нужно? Может быть, и будут подсказки. И по основным сферам жизни. Возможно, тоже какие-то неожиданности. Чего ждать, да? В сфере личных взаимоотношений и взаимоотношений вообще. Ну и семья, у кого-то отношения в паре. Что ждет в вопросах финансов? И чего ждать в работе, в согласованиях? У кого-то документы, важные встречи, контакты. Давайте будем с вами узнавать. Итак, первый знак судьбы, первая карта, как важное событие. Очень интересно. Вот тут вот между как будто, да, сидеть пока на 2 стульях. Нет другого значения, мои дорогие. Словно быть вот этим жонглером. И еще пока не отказываться от чего-то знакомого, но еще и не время для старта. Ну, в общем-то, ретро-уран как раз нам об этом и говорит. Очень хорошо по этой карте, ведь все-таки это карта спонтанного маршрута. Может быть, короткие поездки, переезд какой-то короткий, да, когда мы, ну, не постоянно, если для кого это актуально, а мы рассматриваем, мы именно через опыт приобретаем какие-то навыки, или мы что-то разузнаем, может быть, куда-то съездить, увидеть своими глазами, может быть, вам что-то предлагают, или вы сами, это опять же ваша мечта, ваша задумка. Но сказать, что мы точка твердо ставим, вот, да, в прошлом или над прошлым, словно вот эту точку над и уже переключаемся на будущее. Нет, тут есть еще что-то из прошлого, что вы не завершили. Но как важное событие, может быть, вы сами даже чувствуете это время и понимаете, что, ну, как минимум ориентиры надо взять. План А, план Б, план С. Может быть и так. Давайте посмотрим второе важное событие. Какая-то пауза. Т-образный перекресток. Словно мы куда-то шли. Вы знаете, кто-то из вас может как раз энергетику, ведь это старший аркан. Вот, знаете, ситуация тупика. Прежние договоренности не срабатывают, и вы будете просчитывать, какие же тогда новые рассмотреть. Может быть, это по работе. Тоже, ну, вроде как что-то развивалось, и вдруг на тебе какая-то пауза. Это может быть и неожиданно, кстати, для вас. Или пусть вы даже где-то подразумевали это,
но вы пока не знали, в каком формате. Это может быть связано точно так же с человеком. Была, допустим, договоренность, было общение, были сами по себе контакты, вдруг все это останавливается. Правда, тут какие-то остановки у вас могут быть. Или задержки, мои дорогие. Конечно, мы все разные. Для кого-то из вас это вы можете чувствовать себя в этом тупике, как я говорила, и пытаться для себя наметить эти направления. Давайте откроем третий знак. Может быть, это у кого-то и связано именно с личной жизнью. Как будто выбрать надо направление, как будто нужно что-то, вы сами это чувствуете, нужно что-то изменить. Может быть, вы чувствуете по двойке пентаклей, что вот-вот и время будет, ну, как в пространстве, или пусть это будет связано с новостями, какими-то документами, но что-то вот-вот изменится. Но пока сказать, что вот в декабре. Здесь может быть такой момент и неожиданно, что действительно, развивался даже какой-то вопрос, который делового характера. И вдруг какая-то пауза. Кто-то как будто решил что-либо передумать. Давайте я достану дополнительную карту. Это о чем? Да, личная жизнь. Вы уже чем-то были воодушевлены. Вы уже к чему-то приготовились. И вдруг пауза. Что это еще значит? Ну, реально пауза. Ну вот говорят, обух плетью не перешибешь, так и мы вот эту паузу ее никак не преодолеем. Вы знаете, вам, может быть, даже пространство дает время подумать. Мы как будто складываем оружие, мы тут никому ничего не доказываем, мы приводим тело в порядок и мысли в порядок, кстати. Это карта отдыха, именно здесь. Воин, обратите внимание, сложил оружие, и он просто отдыхает. Он дает телу покой. Ну и где-то в этот период рациональные мысли, все же мечи, это интеллект. Есть какая-то патовая ситуация, которую перед тем, как решать, или на что-то соглашаться, или приступать к активным действиям. Тут нужно подумать. Интересно, да? Ведь это аркан кармы, по сути дела, аркан справедливость. Может быть, это вот вам какой-то баланс придется держать. Еще какое-то время вы будете, ну вот как балансировать, да? Хотя, может быть, раньше была какая-то несправедливость в отношении вас. Я вам тогда могу сказать, что, ну, как высшие силы вам эту ситуацию могут вернуть. Здесь, конечно, закон кармы – это причина и следствие. Если мы сами что-то сделали неправильно, скорее всего, нам пространство вернет это на доработку, и нам придется искать какой-то выход. Вот, кстати, мы ведь тут из патовой ситуации можем искать тоже выход, потому что что-то вы не можете отменить. Старший аркан, два старших аркана. То есть как будто по судьбе, если вот двигаться в одном каком-то направлении прежнем, хорошо знакомом, то это тупик. А вот как по-другому, пока непонятно. И, может быть, пока в декабре вы и вынуждены удерживать баланс, хотя для кого-то из вас напрямую. Это будут ваши желания завершить вот какую-то паузу, остановку, но каким образом вы не знаете, и вы будете обращаться к людям, которые, ну, знают, как работает закон в отношении вас. Может быть, для кого-то из вас это будет тоже с перемещениями или даже переездом. Все же тут на фоне двух кораблей один из символов Меркурия. И именно перемещение иногда именно в этой колоде, когда мы куда-то перемещаемся, что-то разузнаем. И причем надо узнать так, как это долженствующее. Не приблизительно, не на авось, а четко по закону. Вы как осваивать что-то будете новое, адаптировать себя, может быть, свою работу даже к новым веяниям времени. Но явно тут есть в чем-то заминка. Хорошо, какая карта совет? Но тут нам уже говорят, ты перестраивайся, потому что любая тройка – это карта будущего. Но каким образом, это мы как раз и изучаем. Я вам могу сказать, что, правда, какая-то ситуация из прошлого зависшая для вас как экзамен жизни, потому что напрямую это карта экзамена. Ну, может быть, и правда кто-то сдает экзамены, получает какой-то сертификат, документ, или вы, мои дорогие тельцы, неважно, сколько вам лет, вы понимаете, что мне сейчас вот нужно получить какую-то важную бумагу. И это как новая точка отсчета.
Король мечей – это, конечно, и где-то карта законника, да, юристы, адвокаты, высокие чиновники, официальные лица, люди, работающие с металлом, люди узких специальностей, профессий, врачи проходят. Все зависит от того, тут мы все разные, да. А может быть, это и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или там имеют асцендент. Но это для вас, в принципе, работа интеллекта, мы говорили, и очень какие-то хладнокровно взвешенные решения, подкрепленные знанием закона. Вот если мы говорим о карте Совет. Неожиданно. В декабре общая атмосфера будет так как складываться для вас, мои дорогие, приготовьтесь к этому. На вас будут давить со всех сторон. И вот эти стороны, они как бы разрозненные. Может быть, это и ваши близкие, может быть, это вы где-то будете на ощупь так вот, да, держать баланс и двигаться вперед, что-то просчитывать. Потому что по семерке жезлов тут больше со стороны. Как и воздействие на нас, да, но у нас как будто только один жезл должен быть в руках. А остальные, вот обратите внимание, герой изображен на вершине, мало что в вершине арки, так и арка стоит на вершине горы. То есть он над всеми. Вот вам нельзя включиться в какую-то суету. Ну, это как карта совета. Ладно, давайте будем с вами узнавать. Так что ж вас там будет удивлять? Внезапно открывшиеся новости, какие-то тайны. Раскрытие, кстати, ваших интуитивных способностей. Для кого-то как, ну да, эзотерика. Или как карты Таро, как самопознание. Почему нет? Конечно, это интуиция. Это умение просчитать что-то. Но если мы говорим интуиция, это что? Это шикарный тандем интеллекта и прежнего опыта. Опыт прежний нам говорит, куда не надо идти, где там грабли мы можем еще раз найти. Это то, что до боли знакомо. А интеллект нас, как высшее знание, все же принуждает где-то и подталкивает идти вперед. Вот между прошлым и будущим вам как будто предстоит пройти. Но здесь что удивит? Ваши какие-то предположения вас могут удивить. Тайна может открыться какая-то. Старшие арканы нам не говорят о чем. Тайна о финансовых средствах или о какой-то конфигурации в плане финансов, когда вам действительно нужно, вот, кстати, тройка пентаклей, вам как перестроиться на новый лад. Может быть, это будет что-то объявлено. Мы ожидаем, что у нас системы, как финансовые институты, будут меняться, неважно, в какой стране мира вы смотрите. Весь мир где-то, да, цифровая эпоха, она будет касаться финансов тоже. То есть взаиморасчетов системы, она тоже изменится. И для кого-то из вас это нужно буквально изучить, разобраться. Будет необходимость. Потому что деньги как будто есть. Но верховная жрица, не все тут понятно как-то с деньгами. А я должна сказать, что вас удивит. Ведь Уран, он все дробит, мои дорогие. И он будет, когда перейдет в Близнецы знак 26 апреля, он окажется во втором доме гороскопа у вас. И вот то, что вы переживали 7 лет, это было в вашем знаке, ну или первый дом гороскопа. Вот такая метаморфоза, ну не буквально такая, потому что уже все-таки Уран в Близнецах, он там себя чувствует наиболее комфортно. То есть не будет вот такой болезненной какой-то ломки, которая для многих из вас была. Но то, что себя перестраивать по финансам придется, это железно. Быть более легким на подъем, кстати, тоже придется. Поэтому вот такие качества, они вам будут помогать. И если мы о деньгах, было как из одного источника деньги, а теперь как минимум из двух. Или вы хранили деньги в одном где-то месте, да, а здесь вы тоже как-то распределите. То есть вот дробит, имеется в виду, в этом где-то есть смысл, потому что, ну, может быть, подушка безопасности. Или вот есть какие-то все-таки изменения, которые вас могут удивить, потому что внутренне вроде бы вы и не готовы, и в то же время с арканом Верховная Жрица вы где-то об этом уже думали. Вот какая-то у вас будет смена по части финансов. Может быть, вы сами себе удивитесь, ну надо же, и с этого момента будете больше доверять. Я уже об этом думала или думала.
Что неожиданно, мои дорогие, с чем или с кем это связано? Получение денег, получение какой-то помощи, оказание содействия. Это может быть буквально человек, который вас выручит деньгами, когда они вам будут нужны, может быть, закрыть какой-то платеж, закрыть кредит, э, провести этот платеж вовремя. Как будто дата, да, есть вот окончательная. А ваши деньги где-то могут и задержаться, хоть и не, в принципе, напрямую карта ни одна не говорит, но как тут трактовать старший аркан? Может быть и задержка где-то денег, а почему нет? Потому что что-то меняется как система, да, мы вот об этом говорили. Ну, тогда есть те, которые вам придут на помощь, мои дорогие. Причем это совсем могут быть не те люди, на которых вы рассчитывали. Тут вот может быть в этом как раз и неожиданность, что окажется весь содействие какой-то совершенно другой человек. И вам еще его предстоит найти, мои дорогие. Потому что он как бы в окружении вашем присутствует, но вы можете этого не видеть. Эта карта может говорить еще и, в принципе, о росте денежном, мои дорогие. Самой по себе, ну, как карта финансового успеха. Но вот в неожиданностях как-то по-хорошему могут проявить себя и ваши денежные поступления, но где-то и люди, которых вы, ну, даже как бы не брали в расчет. Вот могут быть такие приятные неожиданности. К чему все идет? Ну, баланс, да, мы с вами говорили. Баланс, стоя на одной ноге, с закрытыми глазами вам придется держать. Ну, так хитро улыбается наша ведьмочка, это колода ведьмочек. Так вот приоткрыла глаз и так контролирует, наблюдает обстановку. Вот к чему это все идет? Вы можете себя поблагодарить, что вовремя, может быть, не разрушили какие-то контакты и связи. Вот даже так, мои дорогие любимые тельцы. Что там в любви, в личной жизни, карта мир? Ну, примирение может быть. Здесь взаимопонимание. Ну, и мы вообще ждем, что будет, наконец-таки, мир, да, в душе каждого из нас, покой, когда больше будет определенности, когда больше будет вообще и взаимопонимания и на каком-то более высоком уровне, да, когда обстановка сама по себе это будет влиять на каждую личность, когда мы мир, как будто открытые границы, да, или открытые дороги, открытые пути, какие-то открытые возможности, когда нет конфронтации. У кого-то это касается личной жизни. Ну, почему нет? Или каких-то ваших устремлений. Но по аркану мир– это итоговая карта. Поэтому, да, вы тут чем-то будете рады, довольны. Что-то вас вдохновит как минимум и открывает через взаимоотношения планы на будущее тоже. Что в деньгах? Девятка мечей, карта страхов, внутренних. Именно внутренних страхов. Мы не знаем, как действовать. Мы сомневаемся. Может быть, это вот то, что вы услышите, а может быть, это то, что вы предполагали, мои дорогие. Давайте я узнаю, с чем это связано, откуда эта девятка мечей. И, кстати, это ведь не есть в реальности. Это есть, как именно может быть такой момент, который возникает за счет того, что вы уже где-то прошли сложный опыт. И вот это прошлое, оно вас никак не отпускает. Что для вас это значит? Вы кому-то не верите. По пятерке жезлов люди проходят, которые обещают многое, но ничего в итоге не реализуют на практике или быстро меняют свое мнение, быстро меняют сами себя, да, свои планы. Королева Пентакли в любом случае вы стабилизируете по финансам какую-то историю. Но сказать, что это будет легко, нет. Мои дорогие, у кого-то вот этот аркан повешенный и может где-то совпадать вот с этой девяткой мечей. Я не знаю, как. Вот что-то такое. А те люди, которые вокруг меня, либо понадеяться на них невозможно, либо толку от них мало. Ну вот что-то такое может быть. Недостаток взаимопонимания. Но королева Пентаклей, она все равно знает, что она делает, и она находит выход. Что это для вас в конечном итоге? Вот интересно, смотрите-ка. Еще один король мечей. Но, видимо, по финансам это точно какие-то разумные действия. Хотя, кто знает, может быть, напрямую человек, какие-то контакты посредством, да, может быть, это и работа, руководители, общение на более высоком уровне. Может быть, по финансам не только себя, как узнать что-то новое, да, как работает, а еще и договоры какие-то. Кто-то банковские будут там подписывать, да, соглашения, да, или
по работе контракты, или изучать и денежную сферу, и еще одновременно сферу закона, юриспруденции, какие-то важные согласования, инстанции, официальные лица, такое тоже может быть. То есть тут не просто деньги, мне так кажется, а ведь и правда, мои дорогие, тут какая-то финансовая история требует вашего внимания. Четко. И карту совет. Вот посмотрите, путаница может быть только лишь из-за двух моментов. Из-за того, что мы себя какими-то иллюзиями накормили раз, или мы думаем, надеемся на что-то, на кого-то. Нет, тут надо все конкретно. Так вот, рационально и по уму. Или когда мы сами себе какую-то путаницу в голове устроим. Это иллюзорного успеха, ну или карта путаницы. Вот не должно быть вот этой путаницы. Поэтому, может быть, и король мечей говорит: отделяй зерна от плевел. Что же по вашим достижениям, мои дорогие? Королева жезлов. По вашим достижениям тут, знаете, ну, правда, как в детской игре. Да и нет, не говорите. Мы с этого начали. Двойка пентаклей. Пока и не отказываемся, но и никому не афишируем, что мы собираемся делать. Королева жезлов – это карта сильного человека, сильной позиции. Пусть, мои дорогие, выпала королева, меня смотрят мужчины. Конечно, это может быть связь, контакты с какой-то женщиной, которая вам интересна. Интересный ход ее мыслей. Хочется даже, кстати, не только делового общения, а где-то и поближе. Мои дорогие девочки, вам где-то будет, может быть, легче и проще осуществлять контакты с мужчинами. Они быстрее вас понимают. Но вот такой нюанс, потому что тоже где-то вы очень видны или вы очень яркий, как-то ваша сила, видимо, проявляется, но вот это нужно все очень как-то в красивый узор сложить и не настаивать где-то на своем, и не упустить, опять же, своего, да. Ведь королева жезлов правильно работает. Первое – с информацией, второе – распоряжается деньгами. А мы здесь, кстати, с вами и говорили, денежная тема, она самое, наверное, актуальное где-то у вас может быть в декабре месяце. Может быть, что-то идет с заходом на январь. Там ведь тоже ретро, еще пока уран. Что это значит? Вы пытаетесь выйти из лабиринта. Какой-то, как будто созревает, как минимум к концу декабря, важное решение. Тут будет и предложение, что-то вас будет радовать. Кстати, для кого-то из вас случайное знакомство. Но будьте внимательны к случайным знакомствам. Ну, может быть, вы занимаетесь какими-то деловыми вопросами, и вот так вот изненацку, нечаянно познакомитесь с каким-то человеком. Давайте совет. Королева мечей. Ну, как король мечей, так и королева мечей. Рационализм, интеллект, мои дорогие. И приготовьтесь к тому, что вам придется свою стратегию и тактику поменять кардинально. По королеве мечей есть что-то в прошлом, что вам надоело. Отталкиваясь от этого, вы будете искать выход, наверное, из этого лабиринта, но как себе минимизировать риск. Вот минимизировать риск и надеяться на самом или на самого себя, или на саму себя. А при этом, при всем, кстати, у вас 3 королевы, пусть разные колоды. 4 даже выпало. Посмотрите. Причем все разные. Королева кубков, королева пентаклей, королева мечей и королева жезлов. Сплетни вокруг вас, мои дорогие. Вот такое может быть. А вам как будто немножко... Будьте, мои дорогие тельцы, кошка, которая гуляет сама по себе. Это и надежно, это и понятно вам, да? Иллюзий нет, потому что надеетесь сами на себя. Но и вот от этого рационализма, хладнокровия в некоторых вопросах. И храните молчание, оно вам будет помогать. Молчание также помогает и королеве жезлов. А у вас на достижение 2 карты. Может быть, есть какая-то дорога, поездка, когда вам нужно это будет сделать в одиночку, не привлекая кого-то еще. Меньше разговоров, как известно, счастье и удача любят тишину. Так вот, меньше разговоров, больше возможностей для самореализации. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю за ваши искренние, добрые и душевные комментарии, за то, что вы мне описываете свои жизненные ситуации. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю.
и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.